Хотела сейчас снять для вас видос, но как бы, просто корова топает по дороге. Не, это не корова, это бык. Просто бык топает по дороге. Ничего особенного. Мы заселились в апартаменты. Двухкомнатные апартаменты. Мне они безумно нравятся. Они выполнены в таком сером цвете. Они новые. То есть прям чувствуется, что им буквально, может, полгода ремонта. Может быть, год максимум. Потому что даже диван пахнет новизной. Эти апартаменты находятся прям в горах. То есть мы в такой некой деревушке или же поселок городского типа, который находится вдали от большого города и находится прям в горах. Прям наверху, прям в горах, вокруг нас горы. Я проснулась довольно рано, чтобы подготовиться к экскурсии, которая предвещала много чего интересного. Но перед этим мне надо было немного подготовиться, поработать, настроить всю технику, чтобы снять для вас эти прекрасные виды. Кудряшка синяя. Сейчас у нас будет экскурсия по главным, так сказать, достопримечательностям, по главным местам Кавказских гор, главным местам Дагестана. Волнуюсь ли я? Очень. Но, боже, какая тут красота. Одни из самых моих любимых пейзажей — это горные пейзажи. То есть я даже море не настолько люблю, хотя я еще та рыба. Я море даже не настолько люблю, как люблю горы. Потому что, тут такая тишина, такое спокойствие. Вот ты смотришь туда вдаль, а там просто бескрайние просторы. Это поражает, реально поражает. Очень красиво. Мы сегодня будем кататься на джипах. И, как я поняла, будем еще кататься на катерах. То есть у нас в программе каньон. Мы его посмотрим сверху, и мы его посмотрим с воды. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там я буду выкладывать кадры, которых здесь не было. Да, какие-нибудь, так сказать, эксклюзивные. Вот. А также там будет очень много классных фотографий. Жду вас там. Сулакский каньон является жемчужиной Дагестана, и мы туда приехали в самое подходящее время для его посещения, когда он наполнен бирюзовой, горной, кристально чистой водой. На тех смотровых площадках, на которых мы были, открывается 80% прекраснейшего вида на Сулакский каньон. После посещения этих смотровых площадок мы спустились вниз и покатались на катерах. Это незабываемые эмоции, прилив адреналина и попытки сохранить себе жизнь, вцепившись в поручень этого катера.
Это от катера, потому что я держалась как могла, и вот сувенир. Сижу немного на кухне, с вами поболтаю, пока никого нету, потому что только так я могу хоть какую-то вставку именно текста, хоть какого-то сделать, потому что здесь настолько красиво, здесь настолько потрясающая природа, здесь настолько потрясающие люди и очень вкусная еда, что, ну, в моменте, вот честно, в моменте мне очень тяжело снимать, потому что мне хочется общаться с людьми, посмотреть самой на всю эту красоту, то есть не через камеру, не через объектив, а именно вот так, воочию, как говорится. Сегодня мы были на каньоне, я вот напишу его название вот здесь, также оно дублировалось по несколько раз, скорее всего, в течение видео. Безумно красиво, очень атмосферно, и, знаете, я, наверное, я не помню, чтобы я за свою жизнь... За все 20 лет каталась когда-то на катере, именно с такой скоростью, именно на таком катере. Вот, если честно, не помню. Я была, получается, в Болгарии, была в Крыму, и я не помню, чтобы мы катались именно так. Для меня, наверное, это был все-таки первый опыт, и знаете что? Мне очень понравилось. Все фотографии, все какие-то эксклюзивные видосики, которых я не выкладываю сюда, все будут в Телеграме. Завтра нам опять рано вставать. Мы рано утром выезжаем, едем на заброшенный город. Мачу-Пикчу. Мачу-Пикчу. Это правильное название? Ну, это похоже на Мачу-Пикчу. Ага. Ну, в общем, название, опять же, я напишу где-нибудь тоже вот здесь. Специально найду, специально вам расскажу. Вот, так что... предвкушении. Наш путь лежал через самый длинный тоннель в России, который вырублен в скале. Его длина составляет около 5 километров. Строился в наисложнейших климатических и географических условиях. Угу. Небольшая история о том, как я полюбила хайкинг и теперь хочу заниматься им намного чаще и профессиональнее. Село Призрак Гамсуталь расположено на высоте 2 километра над уровнем моря. Подниматься туда было довольно проблематично, так как сначала мы шли почти под 80 градусов вверх, а потом пробирались через леса по дорожке. Но конечная точка данного маршрута впечатляет своими масштабами и будоражит своей опасностью. Насчет моих впечатлений. Во-первых, я мокрая насквозь, потому что мы поднимались около 2 километров вверх, чисто по горе. А во-вторых, как бы это безопасно. Поэтому, довольно страшно на самом деле. В общем, поставлю закадровый голос, ну его нафиг. Здесь уже более ровнее. Мы уже все посмотрели, уже спустились. Я уже более-менее могу говорить хотя бы на камеру и не бояться того, что я упаду куда-нибудь в обрыв.
Нет, ну это, конечно, очень страшно. Вот я вроде как высоты не боюсь, но там из-за усталости и из-за того, что там, ну то есть буквально сантиметров 10 ты можешь наступить, и буквально там сантиметр влево, сантиметр вправо, и ты падаешь вниз, на 2 километра вниз. Это, конечно, немного потряхивает. На место, пожалуйста. Ты хочешь, чтобы тебе пузо почесали? А? А что такое значит ручной? Давай я тебя красиво сниму на фоне гор. Куда ты пошел? Кися, давай на фоне гор. А на фоне гор давай. Нет. Ты красавец. Какой красивый. Я так за сегодняшний день устала. Да и вообще, на самом деле, в принципе, устала. Я последние несколько дней, но вот все то, что мы едем, все то, что мы в пути, все то, что мы путешествуем, я плохо сплю из-за того, что я сплю не одна, а со своим младшим братом. Вот, и зачастую это или не совсем удобное место для сна, или он просто разляжется как царь, а я не могу так. В общем, ну еще плюс вдобавок сюда можно приписать мою спину, которая была... Ну, короче, я ее надорвала. Я недавно надорвала спину в спортзале, и у меня вот до сих пор остаточное такое ощущение, не очень приятное. Очень устала, очень болит голова. Вот именно затылок. Я думаю, что у меня давление или поднялось, или упало, я не знаю. Я на вот этой вот кресле качалки, наверное, уже около минут 40 лежу и просто смотрю вдаль, потому что, ну посмотрите, какая красота. Это ж просто, ну, словами это не передать. Я смотрю вдаль и такая, боже мой, неужели это настоящее? Неужели это не нарисованное? Потому что, ну, до этого года, до вот этого путешествия, я такое видела только на картинах, на фотографиях, на видео. Я сама такое рисовала. Собственно, что хотела сказать. Это наши апартаменты, грубо говоря. Это некая такая палаточка, в которой есть одна двухспальная кровать и один такой большой диван. Предположу, что этот диван не раскладывается, поэтому мы будем сегодня опять мучиться. Но там очень даже уютненько на самом деле, а еще более уютненько на вот этой вот такой вот террасе. Вот там он у нас столик. Ну и потрясающие виды, которые открываются просто вот так. Давайте я вам покажу наши апартаменты. Ну, на самом деле, это просто палаточка, но безумно комфортно сделанная. Вот этот вот большой диван. Здесь у нас уже стоит еда, тут у нас столик, значит, здесь у нас есть какие-то полочки, там даже есть вешалка, здесь у нас есть кондиционер, также здесь проведено электричество, как я понимаю, потому что, ну, неспроста здесь стоит кондиционер и вон там еще обогреватели, 2 причем, там пушка, насколько я понимаю, ну да, насколько я понимаю, это пушка для обогрева и обычный обогреватель. Вот там можно заметить
кровать, я не буду туда заходить. Ну и там небольшой санузел, который совмещен с ванной. Тоже не буду туда заходить, потому что я в обуви и уже не очень то, что я здесь на вот этом прекрасном чистом ковре стою в обуви. Вот, это так нельзя делать, поэтому уходим отсюда. Считаю, что жизнь уже прожита не зря, потому что у меня есть моменты, которые я могу вспомнить, где я просыпаюсь с прекрасным видом из окна. Как-то я была в Крыму, и наш вид из окна был на море. В этот раз это горы. Завтракали мы также в горах. Это была самая вкусная овсянка, которую я когда-либо ела, и теперь я готовлю себе такую дома. Навевает воспоминания. Заехали в Дербент. Это один из самых старых городов России. И здесь, вот на первый взгляд, намного проще относятся к одежде туристов, да и вообще, в принципе, к одежде, потому что во всем Дагестане все-таки приветствуется более закрытая одежда. Лучше носить что-то такое не обтягивающее. Ну, традиции такие, а мы чтим традиции разных народов, и поэтому я как бы ходила все время в чем-то закрытом, там, в штанах, в толстовках, в каких-то рубашках и так далее. Здесь, конечно, с этим поспокойнее, посвободнее, но я все равно буду стараться закрывать ноги, все равно буду стараться закрывать руки. Во-первых, потому что я, в принципе, загорать не хочу. Во-вторых, потому что все-таки, несмотря на то, что здесь не так все строго, лучше все-таки традиции уважать, ценить. Заселились мы уже в квартиру. Это двухкомнатная квартира с потрясающим ремонтом. Мне он очень нравится. Вы только посмотрите на эти двери. Я как будто в музее. Сегодня у нас будет более такой простой день, спокойный день. То есть мы никуда не торопимся, никуда толком не идем, ни на какие там экскурсии и все тому подобное. А мы просто гуляем по набережной, по берегу, смотрим на море, на Каспийское море. Если вчера мы только были в горах, то сейчас наш пейзаж, который открывается из окон, это, конечно, не совсем море, но, по крайней мере, оно здесь рядом. Напоминаю подписываться на мой телеграм-канал, потому что там я буду выкладывать все эксклюзивные какие-то части видео, какие-то фрагменты, которые сюда в это видео не вошли, ну а также фотографии, куда же без них. Знаете, на что я обратила внимание? Исходя из обслуживания, исходя из сервиса, куда бы мы ни заселялись, в какой бы квартире, в каком бы доме, даже палатке мы ни были, в какое бы кафе мы ни заходили, будь то это придорожное кафе, будь то это обычное кафе или какой-то ресторан, тут везде. Куда бы вы ни зашли, сервис на высоте. И люди приветливые, и чисто, и очень вкусно. Эта поездка дала мне понять, что это не последняя моя поездка сюда, потому что еще много что можно посмотреть в этой республике. Она богата разными природными красотами, ну и, конечно же, людьми. Доброе утро, день или же вечер. У меня это на данный момент утро. Сегодня мы поедем на крепость. Насколько я понимаю,
посмотреть на крепость, а потом мы просто будем чилить на пляже. Да. Дербентская крепость Нарын-Кала – легендарное место, часть грандиозной древней оборонительной системы, которая была возведена с целью обезопасить земли Закавказья от набегов северных племенных народов. История этой крепости начинается еще в V веке нашей эры. Что ж, неожиданный конец видео, правда? Я сама не ожидала, что он получится именно таким. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что у меня получилось передать свои чувства, эмоции и атмосферу, в которой я находилась это время. Спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он будет в описании. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. У меня также появился канал в Дзене. На всякий случай. Ставьте лайки, пишите в комментариях, как вам это видео, чем оно вам понравилось, чем оно вам не понравилось. Я буду прислушиваться к вашему мнению. И еще раз спасибо большое. До скорого!